Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим о суевериях. Суеверия часто бывают иррациональными, но люди все равно остаются убеждены, что определенные действия или обстоятельства могут повлиять на какие-то события в жизни. Одни из них возникли по религиозным причинам, другие – из-за древних традиций, а третьи вовсе стали следствием поспешных и даже глупых решений. Такие поверья, как страх перед разбитым зеркалом, рассыпанной солью или черной кошкой, прочно укоренились в нашем сознании. Но откуда взялись эти мистические убеждения, которые сопровождают нас на протяжении веков? В этом видео мы отправимся в увлекательное путешествие по истории и культуре, чтобы раскрыть тайны происхождения известных суеверий. Мы узнаем, какие древние обычаи и легенды легли в основу этих верований и как они перешли сквозь время к нам. Так что садитесь поудобнее и поехали. Пройти под лестницей. Примета, что нельзя ходить под лестницей, потихоньку начинает уходить в историю. Да и все-таки сегодня куда труднее совсем не проходить под лестницами. Ведь кто-то делает это каждый день, например, в подъезде многоквартирного дома. Но почему появилось суеверие, что проходить под лестницей – это к несчастью? Дело в том, что в эпоху Средневековья лестницы прочно ассоциировались с висельницами, ведь они использовались для публичных казней. Преступников вешали на перекладине лестницы, а зритель собирался под ней. Таким образом, проходить под лестницей означало быть свидетелем смерти и страдания. Также появилось убеждение, что если человек по неосторожности пройдет под лестницей, то может даже призвать собственную смерть через повешение. Вторая теория, христианская, происходит от веры в Святую Троицу. Лестница, прислоненная к стене, образует треугольник, и нарушение такого треугольника считалось кощунственным поступком. Кстати, есть и третье, крайне обычное объяснение. Вам просто может что-то упасть на голову. Рассыпанная соль. Вы наверняка не раз слышали, что рассыпанная соль к ссоре. В наше время это может повлечь за собой лишь спор, кто будет убираться, но в древности это имело гораздо большее значение. Тогда соль была ценным товаром и труднодоступным лакомством. Ее было сложно добывать, и далеко не каждая семья могла себе ее позволить. В Киевской Руси соль считалась символом достатка, и она была очень дорогой, на вес золота. Люди относились к ней бережно, и большие солонки ставили на стол лишь по особым случаям, встречая уважаемого гостя хлебом с солью. Каждая горсть соли имела значительную ценность. Любое случайное рассыпание вызывало гнев хозяина, и такой инцидент часто перерастал в полноценные ссоры. Но есть и другая теория, которая заключается в том, что в древние времена в соли была заключена магическая сила, потому она использовалась для проведения ритуалов. Соответственно, неосторожное обращение с солью по тем временам было сопоставимо с призывом самого дьявола. Разбитое зеркало. Разбитое зеркало, пожалуй, до сих пор остается самой пугающей приметой для современного человека. Считается, что разбить зеркало значит накликать беду, болезни и даже смерть близкого родственника. А если вы посмотрите в разбитое зеркало, то 7 лет вас будет преследовать неудачи. Суеверие про разбитое зеркало возникло сразу же, как появились зеркала. Самая прозрачная причина – их цена. Когда-то этот аксессуар очень дорого стоил, и позволить его себе могли только богачи. Они учили своих слуг бережно относиться к дорогим вещам, но у них не всегда получалось. Поэтому они придумывали страшные небылицы про зеркала, так как слуги больше боялись наказания злых духов, чем плети хозяев. Это работало, потому что зеркало считалось порталом в мир духов и предметом, накапливающим энергию. А что касается 7 лет, то это поверье восходит к древним римлянам. Они были убеждены, что душа и тело возвращаются каждые 7 лет. Следовательно, разбитое зеркало якобы освобождает дух, который не упокоится именно в течение этого срока до следующего перерождения. Черная кошка. Если черный кот перешел дорогу, это к несчастью. Многие люди, если увидят на дороге черного кота, меняют свое направление движения. Но что плохого может принести животное? И почему боятся только черных котов? Начиналось все прекрасно. Древние римляне и египтяне относились к хвостатым с почтением. Потом коты распространились по всей Европе и во времена Средневековья обзавелись дурной славой. Черных кошек стали считать спутниками ведьм и нередко сжигали на кострах вместе с хозяйками. Также животных обвиняли в связи с нечистой силой, ведь когда они ночью начинали перебегать дорогу, то лошади пугались и сбрасывали всадников. Но это происходило не из-за нечисти, а всего лишь потому, что черные коты невидимые в темноте.
Тем не менее, это вылилось в великое истребление кошек, которое продолжалось с 13 по 17 век. И хотя средневековье осталось позади, темные суеверия живы до сих пор и страдают от них в первую очередь черные кошки. Число 13. Число 13 недолюбливают, его принято остерегаться и по возможности избегать. Ни одно число в существующей системе счисления не имеет столько легенд, страшилок и плохих примет, сколько число 13 или чертова дюжина. Так в средние века считалось, что этот день идеально подходит для слета ведьм или разгула нечистой силы. Времена изменились, а суеверие осталось. Но откуда оно берет свои корни? Религиозные люди скажут, что суеверие связано с тайной вечерей, последней трапезой Иисуса Христа. На ней было 13 человек. Иисус и 12 его ближайших учеников. 13-й человек, Иуда Искариот, оказался предателем. Но это не единственная теория. В древности, задолго до возникновения христианства, число 12 считалось полным и совершенным. Смотрите сами. 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, день и ночь имеют по 12 часов. 13 же означало начало нового цикла, новой жизни. Также оно стало символом смерти, в то же время несущим в себе идею обновления, ведь конец одного цикла – начало другого. Поэтому не удивляйтесь, если однажды вы не найдете 13-й этаж в доме или 13-е место в самолете, их попросту может не существовать. Не передавать вещи через порог. Суеверия по этому поводу возникли до появления христианства, однако примета не теряет актуальности и в 21 веке. С чем связано это поверье? Дело в том, что в глубокую древность существовала традиция хоронить прах своих предков под порогом. Да, именно под порогом своего дома. Считалось, что в таком случае дух усопшего будет помогать в любых тяжелых жизненных обстоятельствах своим родным и близким, проживающим в этом доме. Так порог превратился в священную границу между нашим и потусторонним миром. Передавать что-либо через порог означало тревожить умерших предков, а это считалось крайне опасным. По этой же причине нельзя было сидеть на пороге дома. Любопытно, что это суеверие заложено внутри нас фактически на генном уровне и создает определенную психологическую установку, которой мы придерживаемся. Передавая через порог, многие начинают ощущать некий дискомфорт. Согласитесь, как-то жутковато. Нельзя отмечать 40-летие. 40 дней длился всемирный потоп. 40 лет евреи были вынуждены бродить по пустыне, прежде чем обрели счастье на обетованной земле. 40 дней Иисус Христос был в пустыне после своего крещения и избегал соблазнов, которыми его искушал дьявол. Через 40 дней после смерти Иисус вознесся в небо. Число 40 встречается в Библии неоднократно, и во всех случаях так или иначе оно связано со страданием. По этим причинам у людей отложилось в сознании, что эта цифра связана с болью, смертью и несчастьями, поэтому 40-й день рождения лучше пропустить. Самое интересное, что православная церковь не запрещает праздновать 40-летие, а наоборот осуждает такие суеверия, но христиане продолжают в него верить. Также некоторые люди, верящие эзотерикам, не празднуют 40 лет, потому что в восточной магии 40 является числом смерти. А кто не верит цифрам, то негатив видит в буквах, ведь 40 содержит слово «рок», то есть «обрекать». Учитывая все эти аспекты, само по себе пропадает желание отмечать эту дату. Есть с ножа нехорошо. Теорий, почему нельзя есть с ножа, существует несколько. То, что вы можете пораниться, понятно даже без суеверий. А как насчет фразы «не ешь с ножа, будешь злым»? Наверняка вы ее слышали от старших людей, когда пытались облизать нож или съесть с него отрезанный кусочек. Это суеверие произошло от наших предков, которые знали, что нож – самый агрессивный столовый предмет и верили, что он может просто передать свой заряд и тому, кто отведает кусочек пищи с него. Также считалось, что когда человек ест с ножа, он показывает, что ничего не боится и даже пытается запугать того, кто это видит. Поэтому предки также боялись, что человек, рискнувший попробовать пищу с кончика ножа, станет злым. Кроме того, нож являлся не только орудием труда, но и защиты. Считалось, что он может защитить от опасности, а также от нечисти. Такой важный магический предмет требовал к себе особого отношения и использовался только после проведения особых ритуалов. Вряд ли кому понравилось бы, что обряд проводится ножом, который кто-то облизывал. Нельзя подбирать деньги на перекрестке. С древних времен народные знахари и ведуны практиковали такой обряд. Брали самые мелкие деньги и заговаривали их, то есть переносили на них какую-либо негативную информацию.
например, болезни или проблемы различного характера. Если требовался более серьезный заговор, то брали купюру покрупнее. Потом от такой денежки необходимо было избавиться, чаще всего выбросить ее на перекрестке. Почему именно там? Перекресток всегда считался очень сильным энергетическим местом, где пересекаются миры – наш и потусторонний. Люди верили, что если перенести проблему на монету и оставить ее на пересечении дорог, то ее заберет нечисть. Именно для того, чтобы не забрать себе чужие неприятности, и не стоит ничего подбирать на перекрестках. Ведь чем дороже найденная там вещь, тем серьезнее беда или болезнь, сведенная на нее. Мы не можем сказать, как часто недобрые люди прибегают к таким методам сегодня, но подбирать деньги на перекрестке однозначно не стоит. 3 раза постучать по дереву. Признавайтесь, стучали ли вы хоть раз в жизни по дереву, чтобы не сглазить? Мы уверены, это делал абсолютно каждый. Но почему стучать нужно только по дереву и обязательно 3 раза? Одна из версий происхождения этого суеверия языческая. В древние времена считалось, что деревья были проводниками к добрым духам, поэтому стучали по дереву, чтобы попросить у них помощи. Языческое суеверие не кануло в лету и после принятия христианства. Однако толкование этой приметы изменили, связав ее с темой деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос. По-церковному трижды стучать по дереву нужно во имя Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, человек защищает себя и верит, что тройной стук по дереву как бы спасает от небесной кары. Обычно к стуку добавляют сплевывание через левое плечо 3 раза. Это связано с верой в то, что за правым плечом стоит ангел-хранитель, а за левым – демон-искуситель. Поэтому плюют на левое плечо, отгоняя зло от своего везения. Это была 10 самых известных суеверий. Для кого-то они являются пустой страшилкой, а кто-то до сих пор искренне в них верит и старается им следовать. А как вы относитесь к суевериям? Верите в какие-то из них? Делитесь с нами в комментариях.